Первый удар эхом разносится по вольеру, как раскат грома. Массивный серебристо-спин бьет кулаками по земле, грудь его вздымается, глаза устремлены на что-то за оградой. Работники зоопарка замирают, посетители отшатываются, дети кричат. Еще один хлопок. На этот раз стекло в раме задрожало, и в центре всего этого малыш, стоящий в одиночестве, прижав ладонь к забору и глядя в глаза гориллы. Его зовут Кобо, у него 600 фунтов крепких мышц и отличная память. Обычно Кобо спокойный, молчаливый, он любит отдыхать под деревьями, перекусывать фруктами и рассматривать листья. Сегодня он настоящий ураган. Лена, старший смотритель, слышит вызов по рации. Партизанское ограждение, изменение поведения, возможная агрессия. Очередь. К тому времени, как они заканчивают фразу, она уже бежит по гравию. К тому времени, как она добирается до места, Кобо уже ходит быстрыми, беспорядочными шагами. Он не принимает позу. Он смотрит сквозь стекло на открытое пространство за забором. Что-то его пугает. Толпа густая. Родители окликают своих детей, экскурсоводы пытаются поддерживать порядок. Но только один маленький мальчик, самое большее 4-летнего возраста, снова забрел вперед. Его пальцы сжимаются на металлических перилах как раз в тот момент, когда тело Кобо замирает. Ноздри гориллы раздуваются, зрачки расширяются, затем он бросается в атаку. От удара забор сотрясается с такой силой, что болт выскакивает и со стуком падает на бетон. Мальчик не плачет, он даже не вздрагивает, он просто смотрит на огромное животное, возвышающееся в нескольких дюймах от его лица. Кобо больше не бьет. Снова. Он медленно отступает, грудь поднимается и опускается, как барабанная дробь. Лина встает между мальчиком и стеклом, осторожно подхватывая его на руки. «Где твои родители, милый?» – бормочет она, сердце все еще колотится. Никто не отвечает. «Он никогда так не делал», – говорит младший сотрудник. Кобо никогда не предъявлял ложных обвинений посетителям. Другой работник зоопарка дрожащими руками готовит транквилизатор. Может быть, это стресс? Может быть, мы перенесем его обследование на более поздний срок? Но Лена качает головой. Номер. Он не смотрел на мальчика. Он смотрел мимо него. Она поворачивается и смотрит туда, куда смотрит Кобо. По траве, вверх по склону за оградой, деревья тихо покачиваются на ветру, но в остальном ничего. И все же что-то не дает ей покоя. Кобо выглядел испуганным. Посетители начали расходиться. В этот момент прибежала учительница мальчика, в панике рассыпаясь в извинениях. «Я отвернулась всего на секунду», — говорит она. Кобо не сдвинулся с места. Теперь он низко присел, словно прислушиваясь. Его пальцы впиваются в землю. Он не сводит глаз с этого холма. Лена смотрит на часы. 9:46 утра. По ее ногам пробегает легкая дрожь, едва заметная. Большинство из них даже не заметили бы этого. Но Кобо замечает. Он вскидывает голову. Его грудь снова вздымается. Затем он издает низкий протяжный рык, который разносится по всему вольеру, как вой сирены, который никто не понимает. У Лены перехватывает дыхание. Это не агрессия, это предупреждение. Но никто не слушает. В диспетчерской тишина, слышны только щелчки перемотки и дрожание камеры в обратном направлении. Лена склоняется над консолью, просматривая отснятый материал. «Изменить». «Вот», — говорит она, — «поставьте запись на паузу». На экране видно, как Кобо заряжает стакан за несколько секунд до этого, но он не смотрит на мальчика. Его голова наклонена в сторону склона за смотровой площадкой. Другой сотрудник прищуривается. Это могла быть птица. Лена не отвечает. По внутренней связи раздается голос. Поведенческая аномалия подтверждена. Команде, принимающей транквилизаторы, оставаться на месте.
Ждем команды. Рука. Она смотрит на экран, беспокойство нарастает в ее груди, как буря. Кобо теперь прижат к дальней стене своего загона, не прячется, наблюдает, тяжело дыша. Его руки сжимаются и разжимаются с возрастающим напряжением. Из его груди вырывается низкое рычание. Толпа на улице поредела, но несколько родителей задержались у края, перешептываясь. Дети указывают на сломанный болт на перилах. Ему. Охрана оцепила территорию, но любопытство пересиливает страх. Он просто пытается завладеть территорией, пренебрежительно говорит старший администратор, листая страницы в своем планшете. На этой неделе слишком много детей. Шум, близость – это его возбуждает. Лена перебивает его. Он не возбужден. Он начеку. Есть разница. Никто его не слушает. На планшете отображается личное дело Кобо. В отчете о приеме за 4 года до этого есть сноска. Испытуемая, пережившая обвал склона в Вирунге, за несколько дней до этого проявляла крайнее возбуждение. Она смотрит на это с замиранием сердца. Первые хранители Кобо назвали это совпадением. За неделю до обвала он стал беспокойным. Когда начался оползень, его войска рассеялись. Выжил только он. Спасен несколько дней спустя. Переехал. Но что, если это не было совпадением? Расстояние. Снаружи раздается второй толчок. На этот раз чуть сильнее, но его достаточно, чтобы задребезжали стекла в нескольких окнах. Люди чувствуют это сразу. Пара взглядов, изменение энергии. Лена бросается в главный офис. «Нам нужно расчистить территорию вокруг вольера. Сейчас!» Ее просьба была встречена поднятыми бровями и вежливым пожатием плеч. «Вы хотите, чтобы мы эвакуировали туристическую зону, основываясь на настроении гориллы?» – категорично спрашивает директор. «Нет», – парирует Лена, – «я хочу, чтобы ты доверилась единственному живому существу здесь, которое уже однажды пережило это». Тем временем Кобо снова начинает расхаживать по территории, но на этот раз он не ходит по своему загону, а проверяет периметр, обнюхивает землю в дальнем углу, скребет по стене, ходит кругами, низко опустив голову. Сквозь толпу доносится детский голос. «Мамочка!» Он пытается выбраться. «Слева!» Мать успокаивает его, нервно поглядывая на персонал. Один из стажеров связывается с командой по рации. Он на месте прорыва. Стена в том углу ниже, старше и не рассчитана на применение силы. И Кобо напрягся, плечи напряжены, ноги расставлены, одна рука на стене. Лена выбегает из кабинета как раз вовремя, чтобы услышать треск, резкий тошнотворный треск. В воздух взлетает пыль, скрипит металл, крошится бетон. Колеса. Кобо уже в движении, вырывается. Раздаются крики. Ребенок роняет стакан с соком. Коляска опрокидывается. Но Кобо не бросается к ним. Он поворачивается и бежит, но не прочь. К холму. Воздух прорезают крики. Кобо проносится мимо рушащейся стены, размытой по инерции. Родители прижимают к себе детей. Посетители разбегаются. Рации службы безопасности взрываются от переполняющей их паники. Он на свободе. Сосредоточить. Эвакуируйте людей с центральной площади. Куда он направляется? Лена не убегает. Она наблюдает. Каждый шаг Кобо обдуман, сосредоточен, его взгляд устремлен не на толпу, а в одну точку на холме, прямо туда, где смотровая площадка встречается со склоном. И тут она видит его, того самого мальчика, которого она видела раньше, снова стоящего в одиночестве, затерянного в этом хаосе. Забор. Отступая к перилам, маленькая ручка потянулась к ограждению. Забывающий. Кобо издает гортанный рев, не дикий, не яростный, а настойчивый. Он бросается вперед, на долю секунды замирает, а затем бросается на ребенка. Толпа замирает. У всех перехватывает дыхание. Учитель кричит.
Мать падает на колени. Кобо в считанные секунды оказывается на земле. Под его ногами вздымается земля. Мальчик поворачивается, широко раскрыв глаза. Слишком медленно поворачивает голову. Кобо делает выпад. Массивные руки выбрасываются вперед, но не наносят удара. Он наваливается на ребенка всем телом, отбрасывая его назад, как тряпичную куклу. Мальчик падает, перекатывается по тротуару и оказывается вне опасности, потому что в этот момент земля рушится. Выступ, на котором он стоял, широко раскрывается, превращаясь в неровную траншею. Деревянный забор прогибается и исчезает. Слезы. Почва отслаивается толстыми слоями, увлекая за собой скамейки, перила и куски бетона в пустоту. Поднимается волна пыли, окутывая все коричневым облаком. Затем наступает тишина. Ни звука, ни шагов, ни криков, только мягкая, неестественная тишина. Облако медленно поднимается. Люди кашляют, глаза широко раскрыты, лица серые от шока. Мальчик садится первым, плачет, весь в царапинах, но цел. Кобо лежит рядом, тяжело дыша, грудь вздымается, как барабанный бой, руки раскинуты в грязи. Он не двигается. Лена бежит к нему, игнорируя призывы подождать, не приближаться. Она опускается на колени рядом с его массивным телом. Он не ранен. Он все еще смотрит на выступ, как будто ожидает, что еще что-нибудь упадет. Все. Люди начинают собираться, потеряв дар речи. Некоторые опускаются на корточки, некоторые просто смотрят. Один мужчина в слезах опускается на землю. «Он спас его», — наконец шепчет кто-то. Он знал. Прибывают бригады скорой помощи. Инженеры обозначают территорию. Этот склон был нестабильным в течение нескольких недель, мрачно говорит один из них. Он, должно быть, почувствовал вибрацию еще до того, как мы ее зафиксировали. Смотрительница зоопарка хватается за голову. Он все время предупреждал нас. Ему. В последующие часы кадры просматриваются снова и снова. Тело Кобо бросается вперед, мальчик исчезает из виду, земля уходит из-под ног. Кадр за кадром мир наблюдает, как монстр становится стражем. Парамедики опускаются на колени рядом с мальчиком, осматривают его конечности, сканируют глаза. Он оглушен, грязный, плачет, но жив. Учительница обнимает его, медленно покачивая. Медленно. «Ты в порядке», — шепчет она снова и снова. «Ты в порядке?» Но все взгляды прикованы к Кобо. Он неподвижно сидит на краю осыпавшегося выступа, наблюдая, как оседает пыль. Его руки все еще раскинуты в стороны после прыжка. Его грудь поднимается и опускается. Медленно, грузно приближается Лена. Она движется медленно, подняв руку, но не от страха, а из почтения. Он не вздрагивает. Вместо этого Кобо поднимает взгляд. Их взгляды встречаются, и впервые за весь день он моргает. За их спинами застыл директор зоопарка с рацией в одной руке и шприцем с транквилизатором в другой. Мы чуть не застрелили его. «Нет», — отвечает Лена ровным голосом, — «вы почти заставили его замолчать». По толпе пробегает ропот. Гости смотрят, кто-то плачет, кто-то стоит на коленях возле сломанных столбов забора, другие просто снимают в ошеломленной тишине. Кадры распространяются со скоростью лесного пожара. К вечеру заголовок гласит «Горилла спасает ребенка от внезапного оползня». Ведущие новостей называют его чудом. Специалисты по поведению животных спешат вмешаться. Один из них объясняет, что он почувствовал сейсмические сдвиги. Известно, что приматы чувствуют низкочастотные толчки задолго до нас, но ни один ученый не сможет объяснить момент, запечатленный на одной из фотографий. Кобо, раскинув руки, прикрывает ребенка своим телом, как солдат, бросающийся на гранату. В подсобном помещении заповедника Лена снова проигрывает запись, на этот раз медленнее.
Она наблюдает за глазами Кобо, за его позой, за тем, как он переводит взгляд с холма на мальчика, за тем, как он рычит, но не от ярости, а в знак предупреждения. «Он пытался рассказать нам», — шепчет она. На следующее утро собирается правление. Поговаривают о том, чтобы отправить Кобо в учреждение усиленного режима, где ограничат его публичное пребывание, ответственность и так далее, перебивает Лена. Он рисковал своей жизнью, чтобы спасти этого ребенка. Вы думаете, что решетки – это его награда? В зале воцаряется тишина. В конце концов решение принято. Кобо останется. Ни за стеклом, ни с ярлыком непредсказуемого, но с почетом. Его вольер укреплен, но не для того, чтобы содержать его, а чтобы защитить. Спроектирована новая смотровая площадка, повышенная и безопасная. Добавлены интерактивные экспонаты, посвященные интеллекту, эмоциям и интуиции горилл. Позже, на этой неделе, семья мальчика возвращается. Тихо, без камер. Он что-то держит в руках, маленькую глиняную гориллу, которую он сделал в школе. Он подходит к краю новых перил и кладет их на каменный выступ. Кобо стоит под фиговым деревом в уголке своего жилища. Он наблюдает за ним и медленно поднимается. Ни звука, всего несколько шагов вперед, мгновение тишины. Затем он поднимает руку и осторожно прижимает ее к стеклу. Мальчик отражает его, плоть к стеклу, рука к руке, не в страхе, а в благодарности. Неделю спустя смотровая площадка остается закрытой, но не из-за повреждений. Теперь это мемориал. Посетители собираются у нового ограждения, на котором установлена табличка с надписью «Токобо – хранитель». Он не убегал. Он предупреждал. Вдоль края – живые цветы. Дети оставляют нарисованные от руки открытки. Среди них сидит глиняная горилла с поднятой ладонью, имитируя позу с фотографией, которая изменила все. Мир не перестает говорить. Новостные агентства называют это одним из самых героических поступков, которые когда-либо были зафиксированы в плену. Съемочная группа документального фильма берет интервью. Эксперты по поведению называют Кобо примером прорыва в познании партизан. Но для Лены все гораздо проще. «Он не вел себя как герой», – тихо говорит она во время телеинтервью. «Он вел себя так, будто знал, и все равно решил защитить нас. Путь». В заповеднике Кобо отдыхает под своим любимым деревом. Сейчас он спокоен, не ходит взад-вперед, не стучит. Просто тишина. Работник зоопарка осторожно кладет в вольер новую развивающую игрушку – пазл, наполненный свежими ягодами. Кобо даже не взглянул на него. Его взгляд был прикован к холму. Именно там он почувствовал приближение взрыва, где земля вибрировала, и никто, кроме него, не мог услышать, что он делает. И именно здесь он принял решение. Он не колебался ни секунды. Теперь в зоопарке история Кобо присутствует на каждой образовательной экскурсии. Дети собираются вокруг огромного экрана, на котором воспроизводится момент столкновения, прыжок Кобо, обрушение земли, безопасность ребенка. Каждый раз в комнате воцаряется тишина, потому что теперь они знают. Рычание не было яростным, обвинение было не в насилии, побег не был побегом, это была защита. В классах учащиеся пишут эссе на тему «Почему животные понимают больше, чем мы думаем?» «Горилла, которая спасла жизнь». Приходит письмо от ребенка, который заикается и редко говорит. В нем говорится, что ему не нужны были слова, но мы, в конце концов, послушались. Лена хранит его в своем шкафчике. Проходят месяцы. Мальчик Кобо снова стал приходить в гости, на этот раз со своей младшей сестрой, старшей. Теперь он стал старше совсем чуть-чуть. Он застенчиво машет Кобо через стекло. Горилла мгновение смотрит на него, затем опускает свою массивную голову. Это не просто уважение, это признание.
В этот вечер золотой свет разливается между деревьями. Кобо поднимается на центральную платформу, его силуэт вырисовывается на фоне оранжевого неба. Он сидит, высокий, спокойный, живой памятник инстинкту, храбрости и ошибки, которую мы чуть не совершили, приняв предупреждение за угрозу. Последний кадр затягивается. Рука Кобо лежит в грязи, его глаза осматривают склон, ничто не шевелится, но если это когда-нибудь повторится, он узнает об этом первым. Мы опасались худшего. Мы неправильно истолковали знаки, и мы почти заглушили единственный голос, пытавшийся спасти нас. Кобо не нуждался в словах. Он не просил о внимании. Он просто действовал четко, мужественно и с состраданием. Эта история не только о горилле, она о том, что происходит, когда мы, наконец, перестаем воспринимать животных как развлечение и начинаем относиться к ним как к равным. Расскажите нам в комментариях. Вы когда-нибудь были свидетелями чего-то, что изменило ваше отношение к животным? Поделитесь этой историей с кем-нибудь, кто все еще верит, что это просто инстинкт. Ставьте лайки, подписывайтесь и следите за новостями, чтобы не пропустить новые истории, в которых животные становятся героями так, как никто не ожидает. Иногда дикая природа не пытается убежать, иногда она пытается защитить нас.